Бисмилляхи рахмани рахим. Сегодня я хочу поделиться с вами одной историей, которая разворачивается сегодня в центре, в светоче демократии, в городе Лондоне. Эта история происходит с одной чеченской семьей. Дело в том, что в нашем представлении Лондон является бесспорным сооснователем, наряду с Древней Грецией, основ демократии, правопорядка, ценностей, прав человека, гуманизма и всего того остального, что лежит в основании представления о неком идеальном обществе, мироустройстве. В свое время известный английский, британский парламентарий, политик, публицист Эдмунд Бёрк сказал следующее, что идеальная демократия – самая постыдная вещь на Земле. К большому сожалению, наверное, в каких-то случаях я должен согласиться с высказыванием этого известного политического деятеля и мыслителя. Дело вот в чем. Я узнал об одной истории и поговорил с участником этой драмы и решил поделиться. Ну, во-первых, чтобы эту историю опубличить, а во-вторых, чтобы все знали и понимали, что притеснение людей, мусульман, происходит по религиозному, этническому признаку или же из-за их политической позиции не только в России, не только где-нибудь в Китае, не только в тех странах, которые демократическим сообществом признаны как недодемократии, недоцивилизованные, а в самой Великобритании. Стране, которая по праву, как я уже сказал выше, является пространством, где вроде как эти самые права являются универсальными. На них ориентируются. На этом построена вся их цивилизационная матрица. Так вот, в городе Лондоне, в столице Великобритании, проживает одна семья. Причем не абы где, а в районе Виндзоров. То есть там, где находится, собственно говоря, вот, центр королевской правящей семьи. По сути, эти люди, эта семья, единственные представители чеченского славного народа в этом престижном и политически статусном районе. Семья состоит из 5 человек. Пока фамилий и имен называть не буду, дабы лишний раз, как говорится, не навлечь какие-то нехорошие последствия. Но если ситуация будет разворачиваться не самым хорошим и благообразным образом, то, конечно, мы обязательно назовем имена и фамилии. Так вот, отец семейства, чеченец, человек, который занимается бизнесом, проживает более 10 лет в этой стране, до этого проживал в Европе. У него есть бизнес, он неплохо, что называется, интегрирован в английскую социальную, деловую, культурную жизнь. Столкнулся с произволом в отношении себя и своих детей. Его дочь очень хорошо известна, потому что уже в 13 лет она стала Кур'ан-хафизом, то есть человеком, который знает наизусть Коран, но не просто знает. Эта девочка хорошо образована, она знает 6 языков, помимо там арабского, турецкого и, соответственно, европейские языки, английский, испанский, русский, чеченский, и дальше продолжает свое обучение. Она считается уникумом. Помимо этого, 2 сына, которые учатся в престижных колледжах,
являются чемпионами в гимнастике, в силовых видах спорта, ну и прекрасно зарекомендовали себя как футболисты. Более того, они обучаются другим наукам и прекрасно владеют точными науками, такими как математика, алгебра и гуманитарными науками. И в этом смысле они входят вот в пятерку лучших учеников этого района. Это не то, что голословное утверждение, это рейтинг, который составляется тамошними специальными органами, которые занимаются вот таким рэнком, таким ранжированием. Семья прекрасная, супруга тоже, преподаватель, человек интеллигентный, включена в общественную жизнь. И, в общем-то, никаких проблем, то есть с соседями, то есть нет ни одних правонарушений, связанных с неправильной парковкой или же каким-то общественным правонарушением, нет. Но вот случилось следующее. Дочь этого уважаемого человека была приглашена в мечеть местную преподавать арабский язык, сират пророка, то есть жизнеописание пророка ислама, саллиллаху алейхи вассалям, историю ислама, то есть помимо того, что она знает Коран, таджвид, она знает арабский язык и, соответственно, вот неплохо владеет дисциплинами, связанными с историей ислама. Это очень сложная дисциплина, как известно, которой занимаются целые институты, но вот она, будучи хорошо образованной и человек, который схватывает очень многие вещи на лету, была приглашена преподавать в этом медресе при мечети. Так вот, по запросу администрации мечети, имама, она подобрала книгу в интернете. На деньги же этой мечети распечатала эти книги, да, официально, в количестве 80 штук, и раздала своим ученикам, своим шакирдам. И преподавала на основе этой книги. Она не была запрещена, эта книга, как я уже сказал, и особо подчеркнул, что платежи провела администрация мечети, то есть она к этому не имела отношения. И вот в какой-то момент происходит очень странное явление. Ее начинают преследовать. Но здесь еще один момент очень важный. 4 года назад она, когда было очередное обострение в Палестине, она сделала скрин какой-то статьи, какого-то сообщения в поддержку Палестины. Ну, для мусульман Палестина – это боль. Мусульмане не могут спокойно взирать на геноцид, убийство жителей Палестины. Вообще нормальный человек не может к этому относиться спокойно и нейтрально, с абсолютно, так сказать, замороженным сердцем. Получается, что это не человек, который может спокойно взирать на трагедию людей. Человечность и гуманизм как раз исходят из этого. Что ты должен сопереживать как минимум трагедии даже не обязательно близкого тебе человека. Так же, как мы сопереживаем любым трагедиям, происшествиям, которые происходят в разных уголках мира. Если мы люди, конечно. Если у нас есть сердца. Если мы не тот мальчик Кай в сказке Андерсена про Снежную королеву. И она отправила своим сокурсницам, она училась в достаточно престижном женском колледже, в Британии это очень развитая институция, да, есть мужские, мальчиковые школы, есть школы, где обучаются только девочки, в общем-то это идет
с давних времен и считается качеством такого вот аристократического обучения и, соответственно, воспитания. И этот скрин разошелся, после чего возник серьезный скандал. На нее стали доносить, написали заявление, что, дескать, вот она там разжигает каким-то образом и так далее и тому подобное. Были какие-то дела, соответственно, проверки и все остальное. На что семья отреагировала соответствующим образом и тоже подала иск, потому что она ребенок, ее преследует по надуманному предлогу. По надуманному. Почему кому-то можно сочувствовать, а кому-то нельзя сочувствовать? Как это так? Почему можно сочувствовать украинским детям, но нельзя сочувствовать палестинским детям? Почему так получается? Почему так получается, как у известного английского и международно признанного писателя Джорджа Оруэлла, описанной в его антиутопии «Животный двор», в русской транскрипции «Скотный двор», о том, что некоторые все равны, но некоторые равнее. Такого не может быть, если это демократическое устройство. Все люди обладают равными правами. Но разными возможностями, это правда. Разные возможности у всех, но права-то одинаковые. И после этого начинается преследование, прессинг молодой девушки, подростка, по сути говоря, умный, воспитанный, хорошо образованный. И вот как-то они отправились в Турцию, и по прилету в Лондон, в аэропорту Хитроу, она была задержана представителями надзорных полицейских органов и припровождена в соответствующий полицейский участок. И после чего, естественно, отец вмешался в ситуацию. Опять-таки, ей не смогли ничего предъявить. Непонятно, что именно хотели ей инкриминировать. После чего связались люди из соответствующих социальных служб, да, социальные службы специальные, которые как бы при таких случаях занимаются детьми. Вот они вышли на отца и стали говорить: а вы знаете, что ваша дочь планировала какие-то плохие экстремистские мероприятия. На чем основано ваше подозрение, был вопрос, на что этот чиновник ничего не смог ответить внятного. То есть просто взяли человека вот на основе этого поклепа 4-летней давности и вследствие того, что она преподавала в медресе, и там кто-то пришел и сказал, что эта книга не годится. Ну как же получается, что администрация самой мечети, мечеть пакистанская, кстати говоря, пропустили эту книгу, одобрили, а потом взялись за голову и сказали, что книга не годится. И сделали крайней этого подростка, эту девушку. Те люди, которые так поступили, помимо того, что они бесчестные люди, потому что это мужчины, взрослые, и скинули всю ответственность на подростка, который сами же попросили преподавать и помогать, обучать. И дальше происходят очень нехорошие события, потому что эта семья проживает, как я уже сказал, в районе Уиндзора, в престижном районе, буквально там через дорогу школа, куда ходят сыновья нашего героя. И вот в 5 утра в лучших традициях российских силовиков врываются соответствующие спецподразделения, кладут на пол, да, изымают все, требуют открыть машину,
на что наш герой просит немножко подождать, чтобы дети, которые идут в школу, не видели этого безобразия, этого беспредела. Зачем позорить? Зачем выносить этот ссор? На основе чего вы проводите вообще эти мероприятия? Зачем эти маски-шоу? В столице самой демократической страны мира. Нет. Ответ был короткий и резкий. Машина была вся скрыта, перешарена. Нашли какой-то нож простой. Ну, этих ножей вот у меня вот здесь вот лежат. Это нормальное явление. Помимо кухонных ножей есть и перочинные ножи, есть и подарочные ножи. Это вполне естественно, тем более для человека, который происходит с Кавказа. Короче говоря, начинается судебная тягомотина. Ничего инкриминировать не могут, но таскают по судам, оказывается давление на детей. То дело закрывают, то опять через 3 месяца там вновь его реанимируют. Естественно, это серьезным образом сказывается на психологическом состоянии детей, которые просто не понимают, почему такое происходит, что они сделали плохого. Только потому, что они чеченцы, потому что они мусульмане, но они не отгораживают себя от этого общества, они в него хорошо инкорпорированы, они на лидирующих позициях во многих отраслях, спортивных, учебных. Эта девочка поступила в другой колледж, где обучается журналистике и политологии, и там все преподаватели ее расхваливают, говорят, что это будущая звезда, что у нее есть талант, и она хотела эти таланты применить для того, чтобы общество было более справедливым. Ну, вы знаете, что честная журналистика связана с разоблачением лжи в том числе. Политология тоже наука серьезная, и во многих наших выступлениях, эфирах мы обязательно затрагиваем политологию. Тем более сейчас, когда мир сильно глобализирован и неустойчив. Естественно, что это требует серьезного анализа, серьезных, так сказать, измышлений на эту тему. И вот был второй обыск непонятным образом. Изъяли все девайсы, компьютеры, телефоны, планшеты, лэптопы, ну и так далее и тому подобное. Все это кажется происходящим как будто где-то в России. Ну вот с этим мы сталкивались. Это вот как бы повсеместно. То, что это происходит в Лондоне, конечно, вызывает большое удивление. Потому что эти люди ничем не проявили себя в негативном свете для этого государства, как я уже сказал. Власти не смогли внятно объяснить, в чем они виноваты. Я тут подумал, может, это как у Кафки. Это абсурд. Абсурд. Есть у Кафки прекрасный роман, называется «Процесс». И вот главный герой, которого неожиданно арестовывают и начинают судить, говорит следующее. Никогда не знаешь, когда, за что и в чем тебя обвинят. Это парадокс. Но мы понимаем, что Кафка это творил во времена Австро-Венгерской империи с засилием бюрократии, которую, кстати говоря, Российская империя скопировала. Действительно, все это тонуло в этом абсурде, в этом маразме. А что такое маразм? Маразм с греческого переводится как истощение. Да, Австро-Венгрия, эта империя тогда уже при Кафке дышала на ладан. И вскоре, по итогам Первой мировой войны, она распалась, развалилась, потому что это государственное имперское образование было чрезмерно громоздким, но помимо этого истощенным и трухлявым. Но Великобритания,
Ведь это совсем другое. Великобритания, которая столетиями защищала принцип демократии, обвиняла Соединенные Штаты в XVIII-XIX веках в том, что они не демократичны. Воевала с Испанией и Португалией, упрекая их в том, что они занимаются работорговлей и тем самым нарушают принципы прав человека, хотя тогда права человека еще не были столь универсализированы и утилитаризированы. Сейчас на дворе 2023 год. И то, что происходит, вызывает просто недоумение и возмущение у меня как у человека, у гражданина, не только как мусульманина. Потому что другие люди, не будучи мусульмане, услышав эту историю, тоже пожимают плечами. Как такое может быть? Где же правопорядок, правосудие? Где презумпция невиновности в конце концов? Ведь чтобы человека обвинить, нужно доказать его вину. Это презумпция невиновности, это основополагающий краеугольный камень всей юридической платформы, всей юридической сущности. Или же, возвращаясь к Кафке, тебя могут обвинить в чем угодно. Не так оделся, не того расцвета глаза или еще что-нибудь. Ведь, по сути говоря, живут люди. Причем они, по сути, являются солью этого общества. Солью. Потому что они хорошо учатся, дисциплинированы, спортсмены, занимаются общественно активной работой, помогают людям, благотворительностью занимаются. Не сидят на шее у государства, не требуют велфера, а напротив, платят налоги и всячески укрепляют общественные и гражданские связи горизонтальные. Мы же помним, как произошло восстание в американских штатах. А лозунг был следующий. No taxation without representation. Нет налогов без представительства. То есть, когда еще Северная Америка была колонией Великобритании, британской короны, вот тамошние жители в Соединенных Штатах просили, чтобы у них был свой представитель в парламенте Великобритании. Но их не было. Тогда они подняли лозунг, концептуализировали его. То есть мы платим налоги, но нашего представителя нет. А налоги платили они серьезно. И вот возник этот лозунг. Нет налогов без представительства. Ну а здесь они платят налоги. Они законопослушны. Но только потому, что кто-то там посчитал, что они представляют угрозу, а никаких обоснований, никаких доказательств нет, решили их жизнь отправить под откос. Ну ладно, глава семейства, человек взрослый, стойкий, повидавший много. Ну а дети? Дети-то в чем виноваты? Зачем ломать судьбы этих подрастающих людей? С каким ощущением они будут жить? Как они будут воспринимать это правительство? Я не говорю общество. Общество нормально. А вот те, кто принимает эти античеловеческие решения, как они будут их воспринимать? Для чего вот они занимаются этим противопоставлением? Эта история актуальна еще и потому, что наглядно демонстрирует отношения
правящих элит к тем, кто защищает простых людей, к тем, кто выступает против геноцида, произвола, не только в Палестине, а в разных концах света. Ведь эти люди и чеченский народ претерпели огромное количество бед и страданий от Российской империи. Чеченцы не по своей воле уехали с родных мест, хотя мы знаем, что они очень приобщены к родной земле. Они уехали искать не лучшей доли и даже не искать защиту у европейских стран или за европейскими странами. Нет. Они уехали туда, чтобы иметь те самые права на жизнь, на образование, на достойную деятельность. Но, видимо, некое клеймо, что ли, в отношении них действует. Каким бы ты хорошим ни был, ты все равно являешься неким отщепенцем. Вот у меня такое ощущение. При этом, что Великобритания мультикультурная страна, мультинациональная. Премьер-министр Риши Сунак вообще выходец из Индии. Мэр Лондона Хан был тоже представителем индийского субконтинента. То есть нету вроде никаких расовых предрассудков в британском обществе, раз избирают некоренных, скажем так, британцев. Но вот то, что происходит здесь, вот в этом конкретном кейсе, меня настораживает и поражает. Потому что это сегрегация, это притеснение по факту того, что человек другой национальности и вероисповедания, что дочь носит хиджаб, что она образована, образованнее многих образованнейших британцев. Видимо, кому-то не дает покоя, что они вот не являются в общем представлении какими-то вот необразованными людьми, да? Что они чего-то постоянно требуют от этого государства. Нет. Это самодостаточные люди, которые обеспечивают себя сами и даже изыскивают возможность содействовать и помогать другим. Я, конечно, не только как публицист, но прежде всего как общественный деятель, хочу обратить внимание общественности, и если это видео дойдет до соответствующих кругов Великобритании, хочу обратить внимание, что мы воспринимаем такое притеснение, такой произвол как ненормально. Это наносит урон имиджу Британии как стране, в которой находили приют от, я извиняюсь, Карла Маркса, Ленина и других политических оппозиционеров по всему миру. Они ехали в Британию, потому что знали, что там хорошо выстроенная система правовой защиты. Что кем бы ты ни был, индусом, корейцем, вьетнамцем, кавказцем, татарином, русским, ты находишь там, не скажу приют, может не очень хорошее слово, но находишь возможность жить и работать и бороться против тирании. Хотя, как сказал Платон, известный философ, демократия часто превращается в тиранию. Не хотелось бы, конечно, чтобы мы воспринимали
Британию как страну, которая, согласно Платону, перерождается в нечто противоположное тому, что она декларирует. Надо ценить и уважать хороших людей. Хороших людей не очень много. Достойных людей не очень много. Но зная историю этой семьи, я ручаюсь за то, что это очень достойные люди. Люди чести. В санскрите, который, кстати, переоткрыли британцы в свое время, британские ученые, есть такое понятие читтиш, мышление, разум, рассудок. Откуда происходит в том числе русское слово честь. Вот это люди, по-настоящему люди чести, люди разума, люди знаний, люди высокой культуры, скажем так. Не очень люблю этого слова, переформулирую его как люди высокого нравственного поведения, моральных и нравственных принципов. Поэтому всякую машину можно остановить, в том числе вот эту вот машину беззакония и произвола. Потому что ее потом не остановить, если она входит в раж, если она идет по наклонной, то в этом случае, как сказал Платон, да, демократия может переродиться в тиранию. Ее, я имею в виду эту демократию, тяжело строить. Мы видим, как столетиями все это происходит, выстраивание. Но ее легко сбросить для того, чтобы переродить в нечто ужасное. Таких случаев очень много в истории. А там уже, что называется, заново воскреснуть будет очень тяжело. Достаточно посмотреть то, что происходит в России. Как все стремительно деградирует. И общество, и государство, и люди, и принципы. Мы видим, что Россия сейчас заканцелена. Мы видим, как в отношении нее происходит принцип отмены, не только культурной, политической, интеллектуальной, духовной. Мы удивляемся тому, как там притесняют людей за мысли преступления, как описано было у того же классика английской литературы Джорджа Оруэлла в известной антиутопии 1984. Он же описывал общество Советского Союза. Кстати говоря, очень переживая, как бы Великобритания не пошла по пути сталинской России. И ввел понятие мысли преступления. Я опасаюсь, чтобы такое не повторилось. И в Британии, о чем предупреждал Джордж Оруэлл. Поэтому мы будем наблюдать за этой ситуацией, и всех здравомыслящих людей, людей чести, я призываю обращать внимание на такие вещи. Это наша прямая обязанность. Говорить правду и не допускать того, чтобы честные и порядочные люди преследовали за то, чего они не делали. Всем спасибо.